Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я хочу связать вот такую вот сумочку из рафии с подкладкой. Я заготовила для этой сумочки вот такой моток рафии. Ну, он был на самом деле больше. Я уже связала одну сумку из этого мотка. Это то, что у меня осталось. Здесь было изначально 500 грамм. Купила я этот моток на Алиэкспрессе. Если вас заинтересует, то ссылка будет внизу под видео. И хочу связать из этого мотка еще одну сумку. На самом деле из этого мотка я уже вязала и распускала, и поэтому у меня остался еще один такой вот клубок, который немножко уже мятый после распускания. И фактически из этих двух клубков я и буду вязать эту сумочку. Итак, идея, которая есть у меня, это связать самыми обычными, в другую сторону, столбиками без накида сумку, но при этом я хочу, чтобы они были более плотно друг к другу, более плотно располагались. То есть я буду вязать круг из столбиков без накида по спирали, но не из 6 столбиков, как мы вяжем в классическом варианте, а из 10. И для того, чтобы у меня получился круг в итоге, а не такие вот волны, чтобы мое полотно получилось круглым, я буду прокладывать внутри своего вязания дополнительную нить. Ну, то есть вот эту вот нить, которую я уже вязала и распустила, я ее и буду прокладывать внутри вязания. Смотрите, рафия у меня на самом деле, в общем, она выглядит как соломенный пруток, но это бумага. Я его уже разматывала. Здесь две нитки, и если их размотать, то вот что получится. Если размотать эти две нитки, то можно увидеть, что на самом деле это такая бумажная полоска. На ощупь она тоже как бумага, но при этом она очень прочная. Скорее похожа даже на вощеную бумагу. То есть если ее вот так вот трепыхать, как-то тянуть, то она вряд ли порвется. И я уже сказала, что я из нее вязала. Вязала не одно изделие, перевязывала, потому что меня не устраивал полученный результат. И, в общем, эта рафия практически не треплется. У нас же продают в магазинах рафию, которая просто ленточка. И она еще не смотана вот в такой вот жгутик. И вот когда у вас рафия просто ленточка, то ее очень легко даже порвать крючком. Ну, в общем, ту, из которой я вязала, я легко могла порвать крючком. Это же вот такая соломка, она, мне кажется, немножко прочнее. Точнее, она намного прочнее, и с ней практически ничего не происходит от перевязов. Оставляю небольшой хвостик, который у меня потом в итоге уйдет в мои вязаные ряды. Делаю 2 витка вокруг пальцев. Придерживаю всю эту конструкцию пальцами. Крючок, кстати, я взяла номер 4. Вставляю крючок в кольцо, подхватываю рабочую нить, делаю воздушную петлю. Делаю еще 10 воздушных петель в кольцо. Столбиков без накида, конечно же. 10 столбиков без накида в кольцо. Десять столбиков без накида в кольцо я сделала. Можно пересчитать косички. Их тоже должно быть 10. И дальше я затягиваю вот это начальное кольцо. Так как у меня здесь 2 витка, нужно затягивать сначала один виток. Ну, примерно вот так. И затем второй виток. Следующий ряд у меня будет вторым. И второй ряд я буду вязать, удваивая каждую свою вот эту косичку. То есть в итоге во втором ряду у меня должно получиться 20 столбиков без накида.
И вот этот хвостик, пока он у меня еще есть, пока он небольшой, я буду прокладывать внутри своего второго ряда. Для того, чтобы хвостик у меня, во-первых, создавал какую-то толщину в этом ряду, но мне хочется, чтобы было немножко пообъемнее вязание. И для того, чтобы потом этим хвостиком стянуть до круга, а не дать своему полотну пойти волнами. Вставляю крючок под первую горизонтальную косичку. Вот смотрите. Вот так. Хвостик внутри. Подхватываю рабочую нитку. Делаю столбик без накида. Второй. И в каждую петлю предыдущего ряда я делаю по 2 столбика без накида. Итого их будет 20. В общем, продолжаю так до конца ряда. И когда я довязала второй ряд, я просто немножко тяну вот за этот свой хвостик, для того, чтобы мои столбики стали немножко ближе друг к другу, и чтобы они, соответственно, задали большую плотность моему вязанию. Потому что если бы я вязала из 6 петель этот круг, он был бы немножко рыхлым. А мне хочется такой достаточно плотный круг, ну, как я уже и сказала. Следующий ряд у меня будет 3. На самом деле я буду вязать этот круг по схеме самого обычного идеального круга. Я думаю, всем уже эта схема надоела, она всем уже знакома, все ее уже изучили. Единственное, что я в ней сделаю, это буду вязать не шестиклинку, а десятиклинку. То есть, соответственно, я буду делать по 10 равномерных прибавок в каждом ряду. Вязать я буду по спирали. И, соответственно, в 3-м ряду число моих петель должно будет равняться 30. Здесь я точно так же буду, если в предыдущем во 2-м ряду я удваивала каждую петлю, то в 3-м ряду я удваиваю через одну. То есть 1 столбик и затем 2 столбика в одну точку, либо прибавка. Ну, все стандартно, и давайте я начну вязать 3-й ряд. Но смотрите, в 3-м ряду я начинаю уже использовать контрастную нить для того, чтобы откладывать начало и конец ряда. Когда я вяжу такие небольшие изделия, точнее, изделие может быть большое, но сами петли, и сам крючок, и нитка, все это может быть тонким, это может быть небольшой номер крючка, то маркеры здесь слишком толстые, и их использовать не очень правильно. А вот нитку контрастного цвета используют для того, чтобы отмечать начало ряда и, соответственно, конец ряда. Это очень даже хорошая идея, поэтому я использую контрастную нить. Я просто прикладываю ее в начало ряда и тем самым отмечаю это начало. Итак, 3-й ряд у меня 1 столбик. Не забываю, что вот хвостик, пока он у меня еще есть, проходит внутри моей вязки. 1 столбик и дальше 2 столбика в одну точку. Вот сюда вставляю крючок под обе дужки, косички и 2 столбика. 2 столбика это означает прибавка. Опять 1 столбик и дальше опять 2 столбика. Это означает прибавка. То есть на всех схемах, где вы встречаете обозначение 1 прибавка, это означает 2 столбика в одну точку. И так далее. Продолжаю до конца ряда. Ну и, как я уже сказала, количество петель в этом ряду должно быть равно 30. И когда я немножко продвинусь в вязании, я подтягиваю вот этот хвостик, опять-таки, чтобы не дать своим петлям заставить полотно пойти волнами. То есть я хочу, чтобы мое полотно было все же идеальным кругом. Поэтому не забываю просто стягивать петли вот на этой своей добавочной нити. Ну, естественно, по мере того, как мое вязание растет, я это делаю. 3-й ряд закончен. Снова стягиваю петли на своей добавочной нити и перекладываю контрастную нить вперед для того, чтобы
отметить начало следующего ряда. Следующий ряд 4. И здесь я уже удлиню свой хвостик вот этим своим мотком, который у меня остался от каких-то перевязов. Прикладываю новый моток, старый моток, точнее старую нитку. И начинаю вязать 4-й ряд. 4-й ряд вяжется по формуле прибавка и дальше 2 одинарных петли. Здесь приходится все очень сложно держать столько хвостиков. Так. В первую петлю я делаю прибавку, то есть 2 петли в одну точку. Дальше просто 2 петли по одной в каждую следующую точку. Снова 2 петли в одну точку. Здесь уже самое главное не перепутать свою рабочую нить и нить, которая проходит внутри столбиков. Но у меня нить, которая проходит внутри столбиков, она такая уже помятая, поэтому мне-то не спутать этого. Ну и снова по одной петле в каждую точку 2 раза. Подтяну хвостик. Вот так, чтобы у меня нить не выскочила. Вот эта нить. А петли при этом подтянулись. И, в общем, продолжаю так до конца 4-го ряда. 2 петли в одну точку. И по одной петле в каждую точку 2 раза. Я хочу напомнить для тех, кто решит повторить эту сумочку, если вы будете вязать без внутренней нити, а это важно, то тогда вам нужно будет вязать шестиклинку. Потому что иначе десятиклинка без внутренней нити, без той нити, которая будет стягивать ваши столбики, она пойдет волнами. Потому что наверняка будут вопросы, почему у меня идет волнами. Ну, потому что вот этот маленький нюанс, скорее всего, люди проигнорируют. Такое часто бывает, какую-то мелочь люди игнорируют, а думают, что результат получится точно такой же. На самом деле нет, именно эта мелочь, она, возможно, и дает тот самый результат, который мы хотим получить. Продолжаю до конца ряда чередовать 2 петли в одну точку и 2 петли в каждую точку по одной петле. И в конце у меня должно получиться 40 петель в 4-м ряду. Но здесь все удобно считать, когда у вас десятиклинка. Если ряд 4 это 40 петель, если ряд 5 это 50 петель, ряд 6 это 60 петель. То есть всегда количество петель в вашем ряду будет кратно 10. И если вы поделите это количество петель на 10, то у вас получится номер вашего ряда, который вы вяжете. Связала я 4-й ряд, у меня 40 петель в 4-м ряду. Снова перекладываю нить контрастную, отмечаю тем самым начало нового ряда. В 5-м ряду, соответственно, у меня должно получиться 50 петель. И 5-й ряд я буду вязать по схеме 3 одинарных столбика и затем прибавка. Но смотрите, я не буду расписывать каждый ряд, раппорт каждого ряда, потому что я думаю, уже у меня достаточно видео о том, как вязать этот идеальный круг на скольки угодно петлях, там на 6, на 8, на 10 вот в этот раз. И я просто оставлю вам текстовое описание каждого ряда, ориентируйтесь по нему, и я думаю, по нему вы очень легко свяжете эту сумочку. У меня будет 15 рядов на одну половинку, ну и, соответственно, 15 рядов во второй половинке тоже. Я связала круг из 7 рядов и хочу вам показать, как выглядит готовый кружок. Он у меня поглажен. И вот
деталь, которая еще не глажена, еще которая только вяжется. Глажу я изделие из рафии в процессе вязки. То есть я провязываю небольшой круг, ну вот сейчас это у меня 7 рядов, а затем буду гладить примерно каждые 2-3 ряда. Это нужно для того, чтобы не сбиться в своей форме, потому что форму круга у меня сейчас задает нить, которая проходит внутри вязания, то есть она стягивает. И для того, чтобы не перетянуть или наоборот не дотянуть эту нить, то я разглаживаю свое изделие практически каждые 2-3 ряда. И, соответственно, видите, у меня получился идеальный круг. То есть он не шапочкой, не идет волнами, а просто такой ровный, плотный, из столбиков, без накида. Сейчас я тоже поглажу вот этот свой кружочек. Я глажу с паром. Сейчас, кстати, поставила 3, можно поставить 2. Ну, в общем, ничего страшного не случится с этим изделием. Можете гладить его спокойно. Зато после глажки сразу становится видно, какой формы у вас получается круг. Может быть, где-то надо подтянуть, где-то наоборот надо. Возможно, вы слишком сильно его стянете. Ну и продолжаю так вязать, не забываю проглаживать свой кружок до того момента, пока у меня не будет 15 рядов. После того, как я связала 15 рядов, я обрезаю внутреннюю нитку. Она мне больше не нужна. И мне нужно еще в 16 ряду связать 7 петель, 7 столбиков без накида, внутри которых нет никакой нитки. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. Ну и 7. В круге у вас должно получиться 50 петель. Их легко можно пересчитать по вот этим косичкам. Сейчас я сделаю завершающую косичку, закрою этот ряд. Одну косичку пропускаю, вставляю крючок в следующую под обе дужки. Подхватываю нитку. И затем возвращаю нить в петлю, из которой она выходит. То есть вот сюда вот еще вставляю крючок. Вот так. Теперь, если пересчитать вот эти вот косички, то их у меня будет 50. И, соответственно, на второй половинке у меня 150, конечно же, 150 косичек, и на второй половинке у меня тоже будет 150 косичек. Вот они, две мои половинки. Удаляю контрастную нитку. Она мне больше не понадобится. В диаметре мои кругляши примерно 22 сантиметра. И дальше мне нужно связать деталь, которая будет являться и стеночками, и донышком, то есть которая будет вот так соединять эти два кругляша. На самом деле я эту деталь уже связала. У меня вот такая полоса со скругленными краями. Вяжется эта деталь по принципу идеального овала с единственным отличием, что круг мы вязали из 10 петель, соответственно, из 10 клиньев, соответственно,
полукруги на концах этого овала будут вязаться из 5 петель. То есть если классический овал и классический полукруг овала из столбиков без накида мы вяжем из 3 петель с каждой стороны, то здесь их также будет 5, что в сумме даст 10, так же как и на круге. Ну и так давайте по порядку, как же я вязала эту деталь. Для начала нужно отметить то расстояние, которое вы хотите, чтобы пришлось на отверстие этой сумочки. Ну, примерно где-то вот так. И посчитать вот эти косички. Я посчитала, у меня получилось 100 косичек. Придется на эту часть, которую нужно сшить, и 50 косичек придется на отверстие. Но косички задают лишь длину цепочки из воздушных петель. А цепочка из воздушных петель, она проходит от центра одного полукруга до центра другого полукруга. И как мы видим, здесь еще эта деталь увеличивается на радиус с одной стороны и точно так же на радиус полукруга с другой стороны. Соответственно, набрав 100 петель, набрав цепочку из воздушных петель в количестве 100, это будет много. И поэтому я набрала 90 воздушных петель. Все той же нитью и все тем же крючком я набираю 90 воздушных петель. Ну, в данном случае я наберу 20, но представьте, что у меня это 90 на самом деле. Самые обычные воздушные петли. Первую петлю я отступаю и во второе звено в перемычку вставляю крючок вот так и делаю столбик без накида. Единственное, о чем я сейчас забыла, что у меня внутри моего вязания всегда должна проходить добавочная нить, поэтому прикладываю добавочную нить, вставляю крючок опять в перемычку, подхватываю рабочую нить, делаю первый столбик без накида. Следующую петлю точно так же в перемычку, подхватываю рабочую нить и снова делаю столбик без накида. Следующую петлю провязываю цепочку из воздушных петель до конца и в последнюю петлю, вот она у меня, это не узелочек, это всегда последняя петля, в нее я делаю 5 столбиков без накида для полукруга. Раз, два, три, 4 и 5. Подтягиваю хвостик, если он растянулся. Ну и в обратную сторону продолжаю вязать, обвязывать эту цепочку из воздушных петель. Опять-таки по одной воздушной петле в каждую косичку в обратную сторону. Вот сюда. Не забывая внутри прокладывать добавочную нитку. Раз. И снова вот она косичка, вот под нее вставляю крючок. Здесь немножко более сложно это сделать, чем когда мы вязали сверху, чем когда мы первый раз обвязывали эту цепочку из воздушных петель. Вот в обратную сторону здесь все немножко плотнее, поэтому немножко сложнее провязывать. Точно так же по одной петле до конца ряда. Я дошла до конца ряда, и вот в последнюю петлю, в нее мы делали первый столбик без накида в начале этого ряда. И сейчас я сделаю 5 столбиков без накида в эту последнюю петлю. Раз. Два. И
их 5. Пятый столбик должен будет накрыть первый. И первый, получается, в вязании больше не участвует. Ну, в таком вязании из рафии, когда такие маленькие петли, так можно делать. Смотрите, дальше вот эта деталь у меня получилась сильно длиннее, чем нужно мне. То есть ей можно было обернуть сумку по периметру спокойно. И для того, чтобы она получилась нужного размера, я просто взяла вот эти два хвостика своей добавочной нити и подтянула их немножко. Точно так же, как я делала при вязании своих кругов, я подтягивала каждый ряд на добавочной нити, чтобы вязание стало плотнее, и чтобы она стала нужного, чтобы деталь стала нужного для меня размера. И когда я ее подтянула, я просто еще и завязала. Здесь вот узел. Ну и продолжаю дальше вязать второй ряд. Снова вяжу по одной петле в каждую петлю предыдущего ряда, не забывая прокладывать внутри своего вязания нитку до начала скругления. Скругление у меня начнется там, где 5 петель выходят из одной точки. Подошла я к первому скруглению, вот у меня 5 петель из одной точки, вот она первая петля, и начинаю делать по 2 петли в каждую петлю предыдущего раза, 5 раз. Соответственно, я делаю 5 прибавок. Подтягиваю скругление, подтягиваю нить. Дальше снова вяжу прямую часть и по точно такой же формуле я вяжу второе скругление. Снова 5 прибавок по 2 петли, каждую точку 5 раз. Итого у меня на скруглениях получится по 10 петель с каждой стороны. Дальше, смотрите, я просто оставлю формулу, как вязать все остальные ряды в скруглениях, потому что я думаю, здесь все понятно. Прямая часть вяжется по прямой, по одной петле в каждую точку. Дальше идет 2 скругления. И должна получиться вот такая деталь. Всего у меня связано 4 ряда. Но так как они связаны туда-сюда, то получается как бы 8 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов. Размер моей боковушки — 47 сантиметров и 5 сантиметров в толщину. Здесь вот в конце я точно так же, как и на круге, когда я довязала скругление, затем бросила вязать с ниткой, связала еще 3 петли и сделала соединение. В общем, все точно так же, как я делала при вязании вот этого круга. Ну и дальше я буду сшивать все эти детали. Сшивать я буду леской, она же мононить. И для этого мне потребуется иголка. Беру леску, складываю ее вдвое. Ее практически не видно здесь. Вставляю в иголку. С одного края у меня получается 2 конца, а с другого петля. Вот. Беру сначала одну круглую деталь. Смотрите, вот эта ступенька, я хочу, чтобы она пришлась на низ сумки. То есть вот здесь будет у меня отверстие, а где-то внизу, мне кажется, будет даже не так, вот так. Да, вот так я хотела, чтобы было. Будет, мне кажется, не очень заметен вот этот переход, если он будет где-нибудь внизу. Прикладываю свою боковушку и
в круглую деталь сумки. Вставляю иголку сначала под одну косичку, затем под вторую. Фактически я буду сшивать трикотажным швом в следующую косичку и возвращаю опять в косичку на круглой стороне. В качестве закрепки просто вставляю иголку в петельку на противоположной стороне мононити. Потому что узелочек может развязаться. И так косичка за косичкой я сшиваю это полотно. Косичку с одной стороны, в косичку с другой стороны. Опять с одной, с другой. Здесь даже можно не выполнять трикотажный шов. Так, у меня вылетела нить. Можно просто за каждую косичку сшить. Потому что в трикотажном шве мы имитируем петли. То есть они по 2 раза проходят в каждую косичку, еще и при возврате, но здесь можно просто как бы побыстрее, попроще. Все равно леска прозрачная, ее совершенно не видно. И так прохожусь по всему периметру своей сумочки. 2 части сшиты, и точно так же я сшиваю 3-ю часть к этим 2. Главное, чтобы совпали все точки. Опять-таки нахожу стык, ступеньку, размещаю ее снизу и начинаю пришивать 2-ю половинку. Вот что у меня получилось в итоге. Я пришила боковушку. Здесь вот у меня 50 петель, а, соответственно, на пришитую часть приходится 100 петель. Ну и точно так же с другой стороны. Дальше мне еще нужно будет сделать подкладку к этой сумке, ручку и какую-то застежку, но, пожалуй, все это будет в следующем видео, в следующей части. А это видео я на этом завершу. Надеюсь, это видео было для вас полезно, надеюсь, оно было интересно. Если это так, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!